И начнем мы с Рембрандта, который родился у меня в Пекине. Обычно все таланты рождались в Шанхае, однако в этот раз сам Рембрандт решил снизойти до меня. Мы устроили самый грандиозный прием на весь мир. Стекались лучшие умы человечества, их сваты, браты и, конечно же, руководство, с которым мы обсуждали дела насущные. Именно праздник в честь великого Рембрандта на некоторое время отстрочил предстоящую войну между мной и моим соседом Цезарем, который перепил на праздники и приставал к молоденьким девочкам и мальчикам. Пока пьяный Цезарь пытался прильнуть хоть кому-нибудь, Петр не растерялся и стал требовать от меня божественное право. На кой черт тебе божественное право и почему на празднике в моем государстве ты что-то от меня требуешь? Я ведь могу приказать солдатам, и тебя не будет уже через 20 минут. Петр очень настойчив, и ему повезло, что он не мой сосед, иначе я бы уже давным-давно пошла на него войной. Прямо на празднике после подчивания Рембрандта объявляли список самых великих правителей всех времен, и угадайте, кто оставался легендой? Конечно же, я. Еще бы, раскошелиться на такие праздники, это вам, знаете ли, не просто, учитывая, что после этого народ еще не должен голодать. Остальные правители молча точили на меня зуб. Я поняла, что настало время разговаривать по-взрослому. На празднике Цезаря найти было несложно. Где были слышны девичьи вопли от страха, вон там находился и он. У меня не было навыка договариваться на города, однако я решила попробовать с пьяну уговорить его отдать мне ближайший город. Мы были в сложном положении. Народ стал посматривать на другие селения, потому что нам не хватало места. Людей было слишком много, и нас стали притеснять. Вопрос времени, когда бы мы активно нападали на Цезаря, однако сначала надо испробовать мирные способы. Несмотря на то, что Цезарь был в стельку пьян, он был хорошим руководителем и, косо посмотрев на меня, кротко отказал. Я его недооценила. Он был не настолько глуп, и я ушла в закат. Праздник продолжался для всех, кроме меня. Спустя несколько дней пришла радостная новость. Мы изучили биологию. Выживает не сильнейший из видов, но тот, что лучше прочих, приспосабливается к изменяющейся среде. Она давала нам возможность изучить экологию, медицину и криогенику. Оглядевшись и связавшись с астралом, я поняла, что время пришло. Я отдала приказ наступать на Неаполь. Он был ближе всех к нашим границам и по территории не был слишком большим. Рыцари всех мастей и прочие бойцы отправлялись прямиком на смерть. Началась первая великая битва и захват территории. Я объявила о начале войны и начала медленно, но верно захватывать стены. У нас было несколько боевых слонов, которые с удовольствием побегали по чужим территориям. Мы бились не на жизнь, а на смерть за мой народ, за народ Цезаря. Мы не хотели этого, однако выбора у нас не было. Я не считала себя хорошим человеком, однако плохим тоже. Все катапульты, которые только были, направлялись прямиком в Неаполь. Солдаты понимали, что это их последний бой, и домой они не вернутся. Мы шли уверенно и безжалостно на армию Цезаря. Все или ничего. Вот наш девиз. Я понимала, что если мы не захватим Неаполь сейчас, то Неаполь захватит нас уже через месяц. Мои шпионы докладывали о происходящем на том берегу. Окровавленные слоны, безногие и безрукие солдаты отдавали свои жизни, понимая, что война всегда война, бессмысленная и беспощадная. Завоевание длилось несколько месяцев, и все эти месяцы никто из нас не мог жить нормально. Мы не трогали жителей, а наоборот, пока еще не было вторжения, послали своих людей, чтобы увести их. Мне нужен был Неаполь, а не люди. Кто остался тут, конечно же, сильно пожалел. Остальные уже обустраивались в моем государстве. Солдаты держали оборону на границах и благополучно справлялись со своей задачей. В это время мне приходит известие, что мы изучили коммунизм, который открыл для нас государственную собственность. Я открыла, прочитала и закрыла письмо. Рузвельт решил воспользоваться моим положением и прислал человечка с обменом. Он захотел наш коммунизм в обмен на сталеварение. Что ж, видимо, он уже уведомлен о моей ситуации, так что да, сталеварение нагрянуло очень вовремя. Видимо, он решил моими руками убить одного зайца, а если у меня не получится, то и убить двоих. Я была загнана в тупик собой же, однако это необходимое зло. Сталеварение позволяло мне открывать железные дороги и артиллерию. Война продолжалось. Я никак не могла отбить Неаполь. Цезарь хоть и не имел последних технологий, однако он создал втрое больше людей, чем у меня. И он мог победить меня количеством. И вот, наконец, произошел захват. Мы справились. Несколько месяцев бессонных ночей перевели нас к победе. Да, мы похоронили огромное количество солдат, однако мы справились. Теперь мы смогли расширить территории и вернуть людей на их родину, отстроенную родину. Однако вопрос с Цезарем еще не решен. Все оказалось куда
проще, чем я думала. Я дала ему много, очень много золота, и он меня сразу же простил. А вид-то какой напустил себя. В итоге я откупилась 500 золотыми, и теперь мое государство расширилось. Неаполь я не переименовывала и, в принципе, почти все оставила как есть, только отстроила и вела свои законы. Теперь голодающий народ Неаполя жил не в каких-то трущобах, а каждый имел не только свою комнату, а полноценные домики. Кто-то больше, кто-то меньше в зависимости от детей и людей в семье. У каждого было продовольствие, чтобы загладить вину перед народом, создавались новые праздники на любой вкус и цвет. Спустя некоторое время народ ко мне попривык, и все стало нормально. Цезарь снова со мной торговал. Я уговорила его, что это была необходимость, и он признался, что не особо справлялся с Неаполем в последнее время, так что хорошо, что я его забрала. Теперь мне надо было как-то объяснить ему, что это не последний город, который я у тебя заберу. Первая проба захвата прошла успешно, можно было немного передохнуть. В это время мы продвинулись дальше и выучили военные традиции. Теперь мне доступны соглашения о совместной обороне. Такое себе занятие, только если для виду. И сразу же нагрянул Рузвельт, узнал, что я победила Цезаря, и пришел ко мне просить совместную оборону. Как предсказуемо. Цезарь успокоился и снова предложил открытые границы. Пожалуйста, Цезарь, я только рада. Я не хочу быть с тобой врагами. Я просто хочу забрать твою территорию. Мы обменялись кукурузой и шелком и пошли по своим делам. К нам пришла великая новость. Мои работники достроили Тадж-Махал. Пожалуй, самое известное сооружение всех времен. Тадж-Махал — это мавзолей, который располагается в Индии. Храм-мавзолей был построен по приказу падишаха Шах-Джахана по случаю смерти его супруги во время родов 14-го ребенка. Позже и самого падишаха похоронили здесь же. Легенда красивая, о любви и все в лучших девчачьих традициях. Рузвельт пришел ко мне с предложением о всеобщем избирательном правом. Видимо, он решил таким образом свергнуть меня моими же людьми. На словах я приняла его приглашение, чтобы он успокоился, а на деле, конечно же, власть здесь одна, и это я. Я взяла у него паровой двигатель и отдала биологию. На этом мы и разошлись. Паровой двигатель открыл для нас уголь, конвейер и железные дороги. Мы принялись за изучение медицины. Монголия пришла ко мне просить отречься от сотрудничества с Рузвельтом и развязать с ним войну. Я только-только вернулась со своей, и ты предлагаешь мне снова идти воевать? У меня банально нет людей. О чем речь? А у тебя-то и подавно нет ничего. То есть ты хочешь за мой счет решить проблему с Рузвельтом? Нет, дорогой, проблему с Рузвельтом я буду решать без тебя. В данном случае ты мне можешь легко помешать. Пришло письмо из Сианя. Люди потребовали библиотеку. Пожалуйста, друзья мои, если вы сами хотите, я не против. Конечно, мы строим библиотеку. Цезарь решил взять у меня воинские традиции. Конечно, дорогой, бери все, что захочешь. Мы обменялись рыбой и вином и разошлись. Теперь мой народ будет есть суши, а его народ сопьется. Монголия снова постучала в мою дверь. Теперь она хочет биологию на железной дороге. Хорошо, бери. Благодаря железным дорогам теперь мы можем создавать двигатели ВС. Самая главная новость: за несколько столетий мы изучили медицину. Что же касается болезней, то возьми на вооружение следующее правило. Помоги или, по крайней мере, не навреди. Теперь мы не будем умирать от насекомых слишком быстро. Я-то бессмертная, а вот мои подданные нет. Так что медицина очень вовремя. И благодаря медицине мы все ринулись на охрану природы. Пусть бездельники займутся чем-то полезным. Теперь мы принялись изучать электричество. Прошло пару дней, и мы уже отстроили Кремль. После войны мои работники стали более активными. Кремль стал называться Кремлем только с 13 века. До этого же момента он назывался Детинец, что являлось названием внутренней городской крепости. На самом деле есть не только Московский Кремль, а Нижегородский, Казанский, Коломенский, Сызранский, Смоленский, Тульский, Рязанский. Однако на данный момент именно Московский, конечно же, считается главным Кремлем. Опять на пороге появился Петр. Теперь ему не нравится молиться. А кто тебе нравится? Ты приходишь и постоянно что-то требуешь, постоянно хочешь с кем-то воевать. Что ты сделал полезного в этой жизни? Я, например, уже отвоевала Неаполь, и к тебе за помощью я не приходила. Может, ты уже поднимешь свою недовольную задницу и сам что-нибудь сделаешь. Иди сам на своих молитвах, а меня оставь в покое. Манса пришел ко мне и попросил медицину. Конечно, дорогой, забирай. И у нас достроилась новая великая статуя свободы. Сама статуя свободы расположена в США на острове Свободы, или по-другому остров Либерти. Елизавета захотела получить биологию. Я отдала и еще заплатила за глобальную карту. В это мирное время я решила, что пора заново отстраивать военные полигоны и взращивать новых солдат.
солдат, чем мы, собственно, и занялись. У нас родился Ван Гог, еще один из талантов, которого мы прославляли 3 дня и 3 ночи. В это время объявили списки великих предводителей. Теперь у меня не было вопросов, почему я заурядность. Конечно же, те, кто не воевал, могут позволить себе развитие, в отличие от меня. И теперь Манса Мунса, который просил у меня технологии, стал легендой. Я не воспринимала всерьез такие новости, так как это временное помутнение. В Шанхае разгорелась настоящая смута. Люди требовали от меня индийский храм. Тут уже я не смогла устоять. Если людям так важен храм, то, конечно, они его получат. Мы изучили электричество. Мы сделаем электричество таким дешевым, что жечь свечи будут только богачи. Оно позволило в дальнейшем изучить расщепление атома, индустриализацию, радио и криогенику. Мы перешли на изучение двигателей. Конечно же, я не забыла о Неаполе. В нем строился Скотланд-Ярд. Пожаловал Рузвельт и попросил обмен медицины на конвейер. Да, почему бы и нет. Дела снова налаживались, и наступило мирное время. Конвейер позволял апгрейдить солдат и создавать фабрики, что я считаю отличное начало дня. Петр, как обычно, в своем репертуаре, и теперь ты захотел физику. Нет. Я физику тебе не дам. У нас родился Бенджамин Франклин. И снова праздник на 3 дня и 3 ночи. В морском порту я издала указ создавать как можно больше кораблей. Таким образом, часть из них уплывут в исследования, а часть останется защищать наши границы. Несмотря на явный мир, я также понимала, что захват Неаполя Цезарь мне никогда не простит. И моя подготовка и подстилка не будет лишней. Мы изучили двигатели. Теперь нам доступна авиация и пластмасса, а также постройка нефтяной скважины. Мы принялись за радио. В Нанкине также потребовали библиотеку. Отлично, мой народ становится еще более образованным, чем раньше. Я собой горжусь. У нас отстраиваются самые великие сооружения, постоянно рождаются таланты, и теперь мы снова находимся в мире и пока что не готовимся к войне. Настали хорошие времена, чтобы развиваться, общаться с народом и строить планы на будущее.